Добрый день, дорогие друзья! Очередной выпуск уроков истории с Тамарой Дельман. Сегодня продолжаем говорить о загадках древних цивилизаций, об удивительных находках археологов. Речь пойдет о цивилизации майя. Надо сказать, что мы давно мечтаем о том, чтобы выйти из студии, отправиться в Мексику, а может быть и в Гватемалу, и рассказать о майя прямо на месте. Но когда наберем достаточное количество патронов на платформе Patreon, то сразу же это сделаем. Так что будем очень-очень вам благодарны, если вы нас поддержите. Ну и, конечно же, как всегда, лайки, перепосты, рассказы друзьям. Все это очень сильно нам поможет. Мы знаем очень много древних цивилизаций, о которых нам рассказали археологи, историки, ученые, открывшие их для нас, раскопавшие их для нас. Но в большинстве случаев это те цивилизации, про которые мы и раньше знали, но только нам открылось что-то новое. Всегда знали люди и в средние века, и в новое время про то, что был такой великий Древний Египет. Другое дело, что, скажем, иероглифы не умели читать, еще многое не было откопано, а потом это произошло. В Библии очень много говорилось о Древнем Вавилоне, об Ассирии. Потом в XIX веке пришли археологи и раскопали те древние удивительные города. А вот с цивилизациями доколумбовой Америки произошла трагическая и удивительная вещь. О них забыли. Мы ничего про них не знали. После того, как испанские завоеватели в XVI веке уничтожили эти великие цивилизации ацтеков, майя, инков. Ну, мы, конечно, можем сказать, да, вот эти первые конквистадоры, они вторглись в Америку, они захватывали эти государства, они искали золото, они поработили индейцев, но они же их видели. Это действительно так. Первые отряды завоевателей были потрясены совершенно этими странными городами, этими золотыми украшениями, пирамидами. Они не подозревали, естественно, что такое может быть. И многие из них это описывали. Что касается майя, то существует удивительная совершенно книга, написанная человеком, которого не то надо проклинать, не то благодарить. Диего де Ланда был архиепископом Юкатана. Полуостров Юкатан – главное место, где находятся величайшие древности майя. И нанес невероятный вред культуре майя. Он боролся с языческими верованиями, с дьявольскими, как ему представлялось, верованиями. Он преследовал майя, которые хотели по-прежнему верить в своих богов. Он мучил и казнил тех, кто не хотел отречься от них. Он разбивал святыни майя. Самое ужасное, наверное, для истории самое ужасное, это то, что он сжигал книги майя, а у майя было много книг. Мы знаем это. Книг, сделанных на такой бумаге, изготовленной из древесной коры, прекрасно украшенных. Сегодня в распоряжении ученых всего 3 кодекса майя. Все остальное сжег Диего де Ланда и другие миссионеры. Какой ужас! Но он же, во-первых, написал книгу, подробно описывая обычаи майя и то, что он узнал об их истории. Конечно, он делал это, потому что, грубо говоря, он пытался понять, как обратить их в христианство. Но все-таки он сделал это. И он же попытался записать то, что ему рассказывали о письменности майя. Ему рассказали все неправильно, или, может быть, он понял неправильно, потому что он думал, что письменность майя – это алфавит, что каждый знак соответствует определенному звуку. Но все равно эти записи очень помогут потом в XX веке, прежде всего великому русскому ученому, лингвисту, историку Юрию Кнорозову, расшифровать письменность майя. Но вот вернемся в XVI век. Конечно же, испанцы знали о майя, так же, как и про ацтеков, и про инков. Они очень многое разрушили, но что-то записали, что-то сохранили. Но дальше, по странной, трагической иронии судьбы, это все было забыто.
Прошел век, еще один. Рукописи, вроде рукописи Диего де Ланда, хранились где-то там в испанских архивах, никто про них не вспоминал. Найденные вещи, странные эти книги, украшения, где-то они тоже в каких-то коллекциях лежали. Воспоминания конквистадоров, завоевателей, да, читали, далеко не всему верили. Думали часто, что они наверняка преувеличивали эти потрясающие вещи, которые они здесь видели. Наверное, хотели показать, какие они молодцы, какие они завоеватели. И главное, что к XIX веку индейцы были настолько порабощены, настолько угнетены, что европейцы и североамериканцы не могли даже себе представить, что вот эти несчастные, неграмотные, забитые крестьяне, они могли какую-то создать великую цивилизацию. Да, конечно, это невозможно. И, соответственно, все это забылось. С начала XIX века несколько путешественников, которые добирались до джунглей Центральной Америки, писали какие-то непонятные сообщения о том, что они там в джунглях видели странные постройки, огромные, каменные. Кто-то даже зарисовывал их. Но это тоже все проходило более или менее незамеченным. Пока в середине XIX века, в 1839 году, американский археолог Джон Ллойд Стефенс и английский художник, что особенно важно, Фредерик Казервуд, как раз почитав эти странные рассказы о непонятных руинах, решили отправиться в Центральную Америку. У них уже был большой опыт исследования древних цивилизаций в Старом Свете, в Египте, в Двуречье. Теперь они решили попытать счастье в Америке. Они отправились в путь, и это был очень тяжелый путь. В это время на территории нынешнего Гондураса бушевала гражданская война. Им встречались какие-то банды, им встречались отряды солдат, подчинявшихся одному правителю, другому. Несколько раз их пытались расстрелять. Было совершенно непонятно, куда идти. Наконец они добрались до место, которое называлось Капан. Дальше им пришлось выстраивать отношения с местными жителями, которые тоже не очень понимали, что они здесь делают. Дальше пришлось буквально прорубать себе дорогу в джунглях, потому что те места, где были вроде бы какие-то каменные руины, совершенно заросли деревьями, были опутаны лианами. И пройдя весь этот путь, прорубившись, прорвавшись в буквальном смысле сквозь джунгли, они вдруг увидели невероятные каменные постройки, стеллы, дворцы, покрытые каменной резьбой, с изображениями ни на что не похожими. Фредерик Казервуд был очень опытный художник. Он очень много работал на разных раскопках. Фотографий еще не было, поэтому любая археологическая экспедиция привозила с собой художника, рисовальщика, чтобы тот тщательно зарисовал найденные предметы. У Казервуда был большой опыт. Но когда он оказался в этих джунглях, еще под тенью тропических деревьев, которые мешали хорошо разглядеть то, что было найдено, и когда он должен был перерисовывать эти фигуры, эти лица, эти изображения зверей, не похожих ни на что из того, что он видел раньше, он на какое-то время растерялся. К счастью, потом он пришел в себя и очень многое зарисовал. Не исключено, что где-то что-то было срисовано не очень четко, но в любом случае рисунки Казервуда сыграли огромнейшую роль в изучении майя. Во-первых, потому что они просто показали миру, что найдено в джунглях, а во-вторых, какие-то из древностей, найденных Стефенсом и Казервудом, потом были испорчены, были утеряны, а рисунки сохранились. И вдруг мир оказался поставлен перед фактом. В джунглях Центральной Америки когда-то существовала потрясающая цивилизация, которая умела строить огромные города, храмы, пирамиды. Что это такое?
Вот этот снобизм европейцев и североамериканцев, которые не могли даже представить себе, что это сделали предки индейцев современных, он во многом способствовал тому, что возникли самые фантастические теории о том, откуда же взялась эта цивилизация. Пирамиды, конечно же, сразу навели на мысли о том, что, наверное, это потомки древних египтян, которые каким-то образом добрались до Америки. Но эта идея теоретически живет в какой-то мере до сих пор. Не случайно Хейердал пытался добраться на корабле Ра, собственно, добрался со второй попытки на корабле Ра от Египта до Америки. Это как раз была попытка показать вот эти существовавшие связи, что вызывает, конечно, большие сомнения. Еще более фантастическая идея заключалась в том, что майя были потомками атлантов, потомками жителей того самого материка Атлантида, о котором нам рассказал Платон, который якобы давно-давно, 10 тысяч лет назад, ушел под воду из-за гнева богов или из-за природной катастрофы. Первым эту мысль стал развивать американский журналист Игнасиус Доннелли, который так и назвал свою книгу «Атлантида допотопная цивилизация», описал ее как некую суперразвитую культуру, куда более развитую, чем все остальные цивилизации Старого Света, и считал, что остатки цивилизации атлантов как раз видны в постройках майя. Ну и надо сказать, что до сих пор есть сторонники тоже этих фантастических построений, что майя пришли с материка Атлантида, с материка Му и с массы других всяких фантастических материков, существование которых, увы, нам пока никто не доказал. Но все это будет развиваться уже в 20 веке, когда будут говорить о том, что, конечно же, все эти постройки сделали пришельцы, будут усматривать там следы изображений скафандров, космических кораблей и так далее, и тому подобное. Про все это очень мило, интересно читать, размышлять, но... Конечно, все эти теории ни на чем не основаны. Вернее, основаны на домыслах. А вот что касается реального развития цивилизации майя, так же, как и других, она прослеживается в течение многих веков, уходит в глубину тысячелетий. Есть множество археологических находок. И поэтому самое простое и самое логичное объяснение как раз и говорит о том, что все эти удивительные постройки были возведены людьми, которые в течение тысячелетий жили здесь, в Центральной Америке. Это совсем не уничтожает загадочность цивилизации майя. Наоборот, может быть, только усиливает ее. И загадок осталось очень много, мы еще о них поговорим. Но пока что попробуем представить себе, как же мы узнавали про эту цивилизацию. Вот Стефенс и Казервуд нашли какие-то остатки, нашли какие-то древности. Это, конечно, вызвало волнение в ученом мире. Начали отправляться экспедиции, начали искать в джунглях еще и еще остатки городов. И надо сказать, что в течение XIX века их уже нашли очень много. Потом это продолжалось в XX веке, и находили все новые и новые города майя. А мы знаем, что майя странно жили. Вот одна из загадок, связанных с этой цивилизацией, заключается в том, что за многие века своего существования они несколько раз перемещались. Сначала древнейшие следы этой цивилизации находят южнее, а затем в какой-то момент весь народ переселился севернее, на Юкатан. Что произошло? Почему перемещались майя? Точно так же, как мы не знаем, как майя связаны с совсем уж загадочной цивилизацией ольмеков. Не исключено, что ольмеки многому научили майя. Но мы даже не знаем, как по-настоящему этот народ назывался. Слово «ольмеки» значит резиновые люди, то есть, очевидно, они первыми добывали каучук. И так майя называли их, рассказывая об этом испанцам. Что было на самом деле непонятно. И здесь тоже масса других предположений. Так как от ольмеков остались огромные гигантские каменные головы с такими странными выпеченными губами, то возникло представление, что их предки пришли из Эфиопии. Как они сюда добрались – другой вопрос. Возникло представление о том, что предки ольмеков и майя – это потерянное колено Израиля, часть потомков праотца Иакова. Но
опять вступаем на почву таких фантазий и домыслов. Но вот постепенно раскрывались, расчищались от джунглей эти огромные постройки. И делались невероятные находки, пирамиды, площади, по краям которых стояли гигантские храмы, странные каменные кольца, которые, очевидно, использовались для игры в мяч. Но часто говорят, что это что-то вроде современного баскетбола, хотя мы знаем, что не совсем. Но я даже не говорю о том, что бить по мячу можно было только определенными частями тела, и как раз вот ладонями бить было нельзя, можно было вот так руками, туловищем ударять по мячу, а мяч весил около 4 килограммов и был сделан из такого литого каучука. Так что нелегкая это была игра. Не говоря уж о том, что, конечно, это был некий священный обряд. Не исключено, что проигравшую команду могли приносить потом жертву богам. И, судя по всему, бывало так, что всех болельщиков проигравшей команды могли или обратить в рабство, или лишить их всех их украшений и одежды. Вот такой вот баскетбольчик был у древних майя. В одном из самых, наверное, знаменитых памятников культуры майя в городе, называвшемся Чичен-Ица, были найдены огромные пирамиды, одна из которых была покрыта изображениями огромного крылатого змея. И здесь в один из первых, но далеко не в последний раз, ученые столкнулись с мифом о крылатом змее, который существовал у майя, который существовал у ацтеков, только бога этого называли по-разному. Ну вот майя, очевидно, называли его Кукулькан, а ацтеки Кецалькоатль. И это был такой великий герой, а в то же время сын бога. Но, как говорили майя, что он единственный из богов имел человеческое тело. И это тоже очень смущало и продолжает смущать ученых. И Кукулькан был тем, что называется культурный герой. Он всему научил когда-то людей: добывать огонь, наблюдать за звездами, сеять маис, возводить удивительные постройки. И в то же время он был аскетом, он был божеством, который следовал строгим правилам. И он призывал народ майя не совершать кровавые жертвы. Дело в том, что у майя, так же, как и у многих других народов Центральной Америки, кровь имела особое священное значение, и очень многим богам необходимо было постоянно приносить кровавые жертвы. Одна из вещей, которая так испугала испанцев, когда они пришли в Америку, что постоянно приносились жертвы богам, постоянно на пирамиде обсидиановым ножом вскрывали сердце жертвы, которая могла быть пленником и могла быть очень достойным и благородным воином. И дальше вырывали сердце, еще трепещущее из этого тела, и бросали вниз к подножию пирамиды. А кровью убитой жертвы обмазывали изображение богов или саму пирамиду. А иногда даже жрец еще одевался в кожу, снятую с этой жертвы. Такие жуткие, страшные кровавые обряды. Испанцы забыли, как у них в это время горели костры инквизиции, и считали это, конечно, признаком страшной дикости местных народов. Но вот по легенде Кукулькан как раз призывал не делать так много кровавых жертв. Когда сказали, что богам же нужна кровь, он один раз уколол свой палец и сказал: вот этой капельки будет достаточно. А дальше, как гласит тоже такая странная легенда, что жрецы других богов, а может быть и сами боги, решили избавиться от него. И тогда его напоили священным алкогольным напитком, и в этом безумии он сотворил множество вещей, которые потом вызвали у него ужасный стыд. Он буянил, он убивал людей, и он вступил в связь с собственной сестрой. Очнувшись и придя в себя, он ужаснулся тому, что сделал, собрал своих друзей и на волшебном плоту или на крылатой лодке, как по-разному рассказывают, он уплыл на восток.
Вот эта вот легенда, конечно, тоже породила массу всяких странных теорий. Дело в том, что про Кукулькана майя или про Кецалькоатля ацтеки говорили, что он был светлокожий и бородатый, хотя у американских индейцев бороды обычно не растут. Отсюда множество предположений, которые одни пылко отстаивают, а другие не менее пылко опровергают, что легенда о Кукулькане – это легенда о каком-то европейце, приплывшим с Востока сюда, в Америку, научившим всему индейцев, а потом уплывшим обратно. Иногда считают, что это был викинг, иногда, что это был финикиец. Многие американские историки с возмущением опровергают эту теорию, считают ее унизительной для исконных обитателей Америки. Но мы не знаем, так ли это. Доказательств, конечно, нет. Но во всяком случае вот эти вот многочисленные изображения пернатого змея были найдены в частности на пирамиде в Чичен-Итце, так же, как и многие другие изображения странных и непонятных богов. Бога ягуара. Ягуару вообще в разных обличьях поклонялись очень многие центральноамериканские народы. Богу кукурузы, который, очевидно, был одним из важнейших богов, которого представляли в виде такого прекрасного тонкого юноши, очевидно, умирающего и воскресающего бога. И здесь же, в Чичен-Итце, другой археолог, Эдвард Герберт Томпсон, совершил тоже в XIX веке еще одно невероятное открытие. Томпсона иногда называют Шлиманом Центральной Америки. Генрих Шлиман, как мы помним, так верил в то, что рассказывал Гомер, что отправился на поиски Трои и нашел ее. Хотя до этого все считали, что Троя – это сказочный город, и где она находилась, и находилась ли вообще, неизвестно. А Шлиман нашел. А вот Томпсон читал описания, собранные священниками и испанскими завоевателями в XVI веке, о том, какие странные, дикие обряды совершались древними майя. И эти описания никто особенно всерьез не воспринимал. В конце XVI века один испанец писал: «Знать и сановники этой страны имели обычай после 60-дневного поста и воздержания приходить на рассвете к колодцу и бросать в его темные воды индейских женщин, которыми они владели. Одновременно они говорили этим женщинам, что те должны испросить для своего господина благоприятный, отвечающий его пожеланиям год. Женщин бросали несвязанными, и они падали в воду с большим шумом. Вплоть до вечера были слышны крики тех, кто был еще в состоянии кричать. Тогда им спускали веревки и вытаскивали из колодца чуть ли не полумертвыми. Вокруг них разводили костры, их окуривали душистыми смолами. Придя в себя, они рассказывали, что внизу много их соплеменников, мужчин и женщин, и что они их там принимали. Но если они пытались приподнять голову, чтобы как следует разглядеть своих соплеменников, то получали тяжелые удары по голове. Когда они опускали голову вниз, они видели под водой вершины и пропасти, и люди из колодца отвечали на их вопросы о том, какой год будет у их господина, хороший или плохой. И вот Томпсон обнаружил в Чичен-Итце колодец. Собственно, даже само название Чичен-Итца по-разному его расшифровывают. Одна из расшифровок гласит «колодец народа Итца» или «устье воды». Во всяком случае, как-то это было связано с колодцем. И вот Томпсон неподалеку от Великих пирамид Чичен-Итцы обнаружил колодец диаметром около 50 метров и глубиной, как он сумел измерить, около 25 метров, очень мутный, темный, непрозрачный, который иногда из-за пыльцы растений, падавших в него, вообще вода становилась красного, кроваво-красного цвета, что, конечно, только усиливало страх перед этим местом. И местные жители сохранили какие-то странные легенды о том, что туда бросали жертвы в этот колодец. Но никто, конечно, этому не верил. А Томпсон решил проверить. Он отправился обратно в США и стал обучаться водолазному делу. Он нашел людей, которые спонсировали его экспедицию, хотя с большим трудом, мало кто верил, что из этого что-то получится. Он нашел еще 2 греков-водолазов, которые ему помогали.
И дальше, приехав сюда снова в Чечен-Ицу, он сначала с помощью землечерпалки вытаскивал со дна колодца разные вещи. Довольно долго это был просто ил и грязь, и ничего не было. Потом стали появляться какие-то сломанные вещи. Ну и, скорее всего, это объясняется тем, что, бросая вещи, принося их в жертву, их надо было как бы убить, сломать. Это, конечно, дало ему некоторую надежду. А дальше, как он сам рассказывает, важнейший момент был, когда землечерпалка вытащила маленький комочек, который вроде бы совершенно был неинтересен. Но когда его внимательно разглядели, то поняли, что это был комочек благовоний, благовонной смолы. А было известно, что майя возжигали благовония, когда совершали жертвы. Тут Томпсон окончательно убедился в том, что он действительно стоит у священного колодца, у того колодца, где когда-то совершались жертвоприношения. И тогда он со своими помощниками облачились в водолазные костюмы. Он очень трогательно описывает, как индейцы, работавшие на раскопках, обнимали их, пожимали им руки. И они сначала были довольны, что так, значит, как-то с ними хорошо общаются, а потом поняли, что те прощались с ними навсегда, потому что были уверены, что больше никогда их не увидят. И дальше начались долгие спуски вниз на дно колодца, где была совершеннейшая тьма из-за вот этой вот очень насыщенной илом и пыльцой растений воды, где вообще приходилось на ощупь буквально разбираться. Томпсон хоть и учился водолазному делу, но далеко не сразу освоил это сложное умение, и поэтому его переворачивало вверх ногами. Адидас его чуть не выбросило наверх, и после этого всю оставшуюся жизнь у него был сильно испорчен слух, потому что он очень быстро поднялся наверх, а это, как мы знаем, очень опасно. Но в результате вот этих спусков были сделаны невероятные находки. Во-первых, было найдено много скелетов. То есть действительно в этот колодец бросали жертвы. Но Томпсон сам считал, что действительно он нашел только женские скелеты и всего один скелет пожилого мужчины. И у него было такое замечательное предположение. Он написал: может быть, какая-то из этих несчастных женщин, которых бросали в воду, утащила за собой жреца, и он тоже погиб. Но более поздние раскопки показали, нашли там и много детских скелетов, и много мужских. То есть, очевидно, самых разных людей приносили здесь в жертву. Кроме того, было найдено много очень интересных золотых вещей, покрытых золотом, медных и самых разных других. Это, к сожалению, очень испортило отношения Томпсона с местными властями, потому что он вывез, конечно же, большую часть своей коллекции в Северную Америку, и после чего его вообще перестали пускать в Чечен-Ицу. Но до этого он успел много лет здесь работать и совершить множество невероятных находок. И роль, конечно, Томпсона очень велика вот в этом открытии для нас цивилизации майя. И вот каждый раз, когда казалось, ну вот уже сколько нашли, вот уже сколько мы знаем, пирамиды нашли, храмы нашли, колодец нашли, кольца для игры в мяч нашли, ну вот уже мы, удивительно сколько всего. И тут совершаются еще и еще потрясающие находки. В 1952 году, через 100 с лишним лет после того, как начали здесь вести раскопки Стефенс и Томпсон и другие, археолог Альберто Рус совершил тоже совершенно неожиданную находку. Хотя казалось, что уже за 100 лет все более-менее было понятно. Для этого надо прежде всего представить себе, что такое были города майя. Когда мы говорим «город», что мы представляем себе? Дворец правителя, храм, рыночная площадь, дома горожан, торговля в центре города. Ну, вот какие-то такие понятные нам вещи. Как это бы могло быть в Древнем Востоке, в средние века в Европе и так далее и тому подобное. Но города майя, похоже, что были совсем другими. Создается ощущение, что они строились не для того, чтобы там торговали, не для того, чтобы там даже, может быть, велось какое-то государственное управление. Многие ученые считают, что города майя вообще создавались только для религиозных обрядов.
скорее всего, большая часть обычных жителей народа майя жила в маленьких глиняных хижинах, где-то, может быть, на окраине этих городов, чтобы обеспечивать их существование, а может быть и дальше, в деревушках, на берегах рек, обрабатывая поля. А вот здесь создавались эти гигантские храмовые комплексы, где, очевидно, наблюдали за звездами. А мы знаем, что майя невероятное значение придавали астрономии. Мы знаем, что у них был сложнейший календарь, самый точный из всех существующих календарей, несмотря на его невероятную сложность. У майя было несколько циклов, которые они особым образом соединяли. И вот когда начинаешь в этом разбираться, то сначала кажется, что это безумие какое-то. То есть был один цикл, длившийся 260 дней. В нем были не недели, причем неделя у майя длилась 13 дней. И были месяцы, а каждый месяц длился 20 дней. Уже такое совершенное какое-то, вот с нашей точки зрения, безумная смесь разных временных отрезков. Но это еще не все. Был другой священный отрезок, который длился 4 года. И в этот отрезок входило 18 месяцев по 20 дней, плюс еще 5 дней каждый раз добавлялось, чтобы календарный год длился 365, понятный нам отрезок времени. А еще был большой отрезок, который длился 52 года, куда входило 13 циклов по 4 года. И вот все это еще особым образом соединялось вместе в так называемый длинный счет, объединение вот этих коротких, средних, длинных циклов. И все это должно еще соединялось с представлением о катастрофах, которые регулярно уничтожают весь мир. А вот не так давно нам предрекали, что закончится очередной цикл, огромный цикл эпохи майя, и в 2012 году будет всемирная катастрофа. Ну, этого не произошло. Похоже, что майя ошиблись или подсчеты неправильные. Но во всяком случае, вот этот вот невероятно сложный календарь, который при этом с поразительной точностью соответствовал астрономическому году. Он был ближе, чем древнеегипетский, чем древнеримский. Вот эти все наблюдения за звездами, конечно, велись как раз здесь в городах, может быть, даже специально для этого выстроенных, в пирамидах, на вершинах пирамид. Все это фиксировалось. Судя по всему, после каждого священного промежутка времени возводились каменные стеллы, на которых отмечали прошедший промежуток. Благодаря этому ученые смогли с помощью сложнейших расчетов создать что-то вроде хронологии майя, где были огромные проблемы, потому что можно было понять, какое событие было позже другого, можно было понять, какая постройка была позже другой. То есть можно было относительную шкалу сделать. Но когда это происходило по нашему календарю, для этого нужна была какая-то твердая дата, от которой бы все это отсчитывать. И самое древнее датируемое событие было найдено как раз на одной из таких стел, стоявшей в одном из древних городов майя, в Вашактуне, которая отмечала какую-то дату. И понадобились гигантские усилия, в частности, сопоставление с разными астрономическими событиями, отмеченными на стеллах, затмениями и так далее, с передвижением Венеры. Для майя величайшей планетой была Венера, за которой они все время наблюдали. И вот таким образом ученые пришли к выводу, что вот эта стелла отмечает дату 9 апреля 328 года нашей эры. И отсюда постепенно стали вычислять все остальные даты. Но и это еще не все. У майя, конечно, была древняя дата, от которой они отсчитывали вообще свой календарь. Очевидно, это было какое-то мифологическое событие вроде сотворения мира или рождения богов. Это было 4-е Ахау, 8-е Кумху. И как понять, когда это было? И тоже понадобились невероятные усилия ученых, которые сегодня считают, что, скорее всего, вот эта мифологическая дата, вот это сотворение мира, произошло 14 октября 3373 года до нашей эры. Ну, правда, есть ученые, которые на 200 лет ближе к нам помещают этот момент. Но вот все это отмечалось здесь в
на стенах пирамид, здесь же изображались боги, здесь же, очевидно, совершались жертвоприношения. То есть вот эти все города майя похожи на то, что были прежде всего религиозными центрами. Это было очень важным доводом, говорившим против того, что майя пришли из Египта, потому что главное сходство между цивилизацией Египта и цивилизацией майя – это пирамиды и там, и там. Но даже я не говорю о том, что они выглядят по-разному и построены по-разному, и на пирамидах майя изображения даже совсем не похожие на египетские, но главный довод заключался в том, что пирамиды в Египте строили как гробницы фараонов, а пирамиды майя построены для религиозных обрядов и астрономических наблюдений. Правда, Альберто Рус в 1952 году сделал находку, которая поколебала наши представления о том, зачем строились пирамиды. В городе Паленке, где Альберто Рус изучал огромную пирамиду, девятиступенчатую пирамиду, которая носила условное название «Храм надписей», он обратил внимание на то, что пол внутри этой пирамиды, во-первых, был покрыт каменными плитами, хотя обычно так не делали в майяских пирамидах, а с другой стороны он был выше уровня стен. То есть стены продолжались ниже. И он предположил, что там внутри есть что-то еще. А в середине этого зала находился огромный камень с такими странными выбоинами в этом камне. И Рус с помощью своих рабочих, они сумели схватиться за эти выбоины, он считал, что для этого они специально сделаны, и сдвинуть камень. И дальше, к их потрясению, они увидели, что вниз ведет огромная лестница. Это, конечно, не раз вот эту находку сравнивали с тем, как Говард Картер тоже стал постепенно спускаться, раскапывать заваленную лестницу, которая привела его к гробнице Тутанхамона. Вот здесь тоже лестница, в которой было более 60 ступеней, как мы теперь знаем. Она была вся завалена огромными кусками породы, и Русу пришлось долго, в течение нескольких сезонов археологических, вытаскивать эти камни. Археологические сезоны в Паленке длились всего несколько месяцев, потому что остальное время шли тропические дожди, и работать было невозможно. И вот вытаскивали, не понимая, куда ведет эта лестница. Пока, наконец, не начались другие удивительные находки. Несколько раз, спускаясь по этой лестнице, они утыкались в каменную стену. Один раз перед этой стеной лежал каменный ящик, где хранились золотые и нефритовые украшения. Это сразу, конечно, навело на мысль, что впереди будет гробница, потому что нефрит у народов Центральной Америки всегда считался камнем бессмертия, волшебным камнем. И его очень часто клали в гробницы и делали одеяния из нефрита. Пробив эту стену, стали спускаться дальше и нашли несколько скелетов 5 женщин и 1 мужчины, очевидно, принесенных в жертву. Похоже, что они лежали как бы у входа в гробницу. И вот, наконец, расчистив лестницу, проломив эти каменные стены, перекрывавшие проход дальше вниз, археологи попали в огромное, прекрасно обработанное, пустое пространство, склеп, который был длиной около 9 метров и шириной 4 метра, а высота потолка была около 7 метров. И здесь находился огромный, гигантский саркофаг весом около 20 тонн. Вокруг лежали многочисленные удивительные предметы, опять же, из золота и нефрита. Рядом было 9 странных фигур, сделанных из алебастра. Альберто Рус назвал их владыками мрака. Он считал, что это боги, которые управляли 9 подземными мирами. Майя считали, что есть 13 небесных миров и 9 подземных. И дальше, когда был открыт этот саркофаг, то здесь было обнаружено захоронение мужчины. Очевидно, ему было где-то 40-50 лет. Он был ростом 1,73 м, что для майя было очень много. У него, как ни странно,
не были подпилены зубы, как делали обычно аристократы майя, и не были инкрустированы. У майя это считалось признаком знатности и красоты, когда подпилены зубы, украшены драгоценными камнями и с помощью специальной дощечки деформирована голова. Этот человек выглядел немного по-другому. При этом количество золота и нефрита, конечно, говорило о том, что, безусловно, это какой-то знатный человек, вождь, скорее всего. Здесь лежала потрясающая нефритовая маска, изображающая его, но, очевидно, так же, вот как золотая маска изображала Тутанхамона в его гробнице. Во рту у покойного лежала нефритовая бусина. Ну, по ассоциации с монеткой, которую древние греки клали в рот своим покойникам, чтобы заплатить перевозчику Харону, чтобы тот отвез их в царство мертвых, предполагается, что это была бусина тоже, которой где-то надо было расплатиться с богами. Вот эта находка, конечно, совершенно невероятная. Она очень многое перевернула в наших представлениях о майя. Во-первых, до этого считалось, что все пирамиды – это храмы или места, где наблюдали за звездами. Ну, или так скажем, храмы и места, где наблюдали за звездами. Теперь оказывается, что, по крайней мере, одна из них была воздвигнута над захоронением. При этом совершенно понятно, что вот этот гигантский огромный саркофаг невозможно было внести туда уже после того, как храм был построен. Значит, сначала сделали гробницу подземную, поместили там саркофаг. Мы не знаем, может быть, это делали при жизни этого вождя, может быть, потом уже его наследники. А потом над этим захоронением построили этот гигантский храм. Скорее всего, вождя этого звали, царя этого звали Пакаль, хотя тут тоже разные очень существуют споры и расхождения. И он был правителем одного из государств майя, а их, очевидно, было несколько. Но это далеко не все загадки, связанные с этой находкой. Конечно, огромные потрясения вызвали изображение креста, который был на крышке саркофага, а саркофаг был покрыт замечательной резьбой. Ну и надо сказать, что вообще в древностях майя находят много изображений креста. Это тоже породило разные совершенно мифические предположения о том, что это были какие-то первые христиане, пришедшие из Европы. Хотя, конечно, скорее всего, крест, еще покрытый часто какой-то растительностью, это символическое изображение мирового древа, который соединяет разные миры. Может быть, в случае с майя, как думают некоторые ученые, это изображение прорастающего маиса, от кукурузы, от которой, конечно, зависело благоденствие майя. Другая удивительная вещь, найденная здесь в Паленке, когда Альберто Рус прорубался вот туда вниз к склеп, еще не зная, что он найдет склеп, что он найдет гробницу, то он нашел такую странную квадратную яму, скажем так, дыру, странную дыру в этой каменной постройке, как такой канал, который спускался глубоко вниз и и доходил в конце концов вот до этого склепа. Очевидно, через много лет после того, как Пакаль был опущен в эту гробницу, приходили, может быть, его потомки, может быть, жрецы, приходили вот к этому отверстию и через эту трубу, скажем так, прорубленную в камне, общались с его духом. Может быть, о чем-то рассказывали ему, может быть, получали от него указания. Это странным образом пересекается с обычаем, который был у другой доколумбовой цивилизации, на другом побережье Америки, в империи инков, где мумии правителей не хоронили, а оставляли во дворце, и они как будто участвовали в управлении. Их даже приносили на совет, задавали им вопросы, каким-то образом получали от них ответы. Может быть, здесь с Пакалем тоже совершалось что-то в этом роде. Но, конечно, это требует еще новых и новых исследований. И вот одна из вещей, которая нравится мне в культуре майя, помимо всего прочего, это то, как много еще здесь предстоит узнать. Вот Стефенс, Томпсон открыли очень много всего. Пришли еще археологи, раскапывали пирамиды, расчищали их от джунглей. И
И потом вдруг Альберто Рус находит вот эту вот гробницу Пакаля и эту фантастическую нефритовую маску. Вот еще какое потрясающее открытие. И примерно в это же время в городе Ленинграде Юрий Кнорозов, который до самой старости никак не был даже в тех местах, где жили майя. Только в 1990 году его пригласили в Гватемалу, и он в Мексику и в Гватемалу, и он наконец смог увидеть то, о чем столько времени писал. Но вот в это время, как раз когда Альберто Рус раскапывал Паленке, Юрий Кнорозов совершал не менее потрясающее открытие, когда он сумел создать, во-первых, метод очень сложный, с помощью которого можно было подходить к расшифровке древних языков, даже если у тебя нету такого подспорья, как розетский камень, который был у Шампальона. Естественно, расшифровать египетские иероглифы тоже было невероятно сложно. Но Шампальону помог розетский камень, где одна и та же надпись повторялась на 3 языках. И можно было поэтому сопоставить понятный текст с древнеегипетским. У специалистов по майя такого подарка не было. И Кнорозов разработал сложнейший метод, с помощью которого, во-первых, он доказал, что Диего Ландо был неправ. Эти знаки не означали звуки. Иероглифы майя обозначают слога. Но это еще только начало. Дальше при помощи сложнейшей статистики он сумел определить, какие значки встречаются чаще всего, а дальше вычислить, какие слова, какие части речи, какие части слов чаще всего встречаются в языке майя, и сопоставить это с иероглифами. И таким образом на сегодняшний день большая часть текстов майя может быть прочитана. Но мировое сообщество ученых разделилось. Какая-то часть сразу с восторгом приняла открытие Кнорозова, другие ни в какую не хотели это принимать и долго-долго говорили, что все не так, но в конце концов его открытие, конечно, признано во всем мире. Когда Кнорозов защищал кандидатскую диссертацию в Ленинграде, то произошла удивительная вещь, когда ему сразу присудили докторскую степень. И таким образом ученые получили возможность еще и читать тексты майя. И все новые и новые какие-то вещи узнавали об этой цивилизации. И все равно, вот несмотря на огромное количество раскопок, на огромное количество находок, на огромное количество прочитанных надписей, на множество ученых, работающих в разных частях мира, изучающих эту загадочную цивилизацию, все равно еще невероятное количество всего непонятно. Непонятно, почему майя передвигались и буквально переезжали всем народом из одних мест в другие, забрасывая вот эти вот свои города, для постройки которых требовались огромные усилия, и воздвигая новые. Непонятно, почему вообще цивилизация майя пришла в упадок. Сегодня самое модное объяснение, что здесь была экологическая катастрофа, потому что вот эта цивилизация, которая могла строить такие храмы, такие пирамиды, проводить такие вычисления астрономические, при этом не знала тех вещей, которые кажутся простейшими для европейских цивилизаций. Майя практически не использовали металлы, то есть металлы переплавлялись только для украшений, а орудий из металлов не было. У майя не было вьючных животных, потому что использовали для перевозки грузов в Центральной и Южной Америке можно только ламу и альпаку, а они много не утащат. У майя не было колеса за ненужностью, потому что некого было запрячь. И у майя не было плуга. Вот эта фантастическая цивилизация наблюдала за звездами, за Венерой, вычисляла год с невероятной точностью, строила эти гигантские постройки, а землю обрабатывали острыми палками. Земледелие было не слишком эффективным, и приходилось все время вырубать все новые и новые леса. Вот одна из версий, что в конце концов было так много, уже так разрослось население майя, столько вырубили лесов, что питаться было нечем, и началось такое захерение цивилизации.
цивилизации. Есть ученые, которые с этим совершенно не согласны и считают, что не могло так быстро в IX веке вот пойти на спад, что это, если бы дело было в урожаях, то все бы длилось медленнее. Предполагают, что дело было в каком-то вторжении иноземном. Им возражают, что нет таких страшных разрушений. Какие-то есть. С другой стороны, мы знаем, что, конечно, в позднюю эпоху майя они явно были смешаны с цивилизацией тольтеков. Может быть, дело в этом. Но мы не знаем, как складывались их отношения с этими загадочными тольтеками. Ну, вернее, знаем, но не очень четко понимаем. Так же, как мы не знаем, как в начале цивилизации майя складывались их отношения с ними загадочными альмеками. И зачем альмеки делали из камня эти огромные головы со странными, почти африканскими губами. Мы не знаем, кто же такой был этот Кукулькан Кецалькаатль. Это просто история о культурном герое, или это действительно отражение каких-то реальных событий. Мы не знаем еще очень многого о майя, и это меня невероятно радует, потому что это, конечно, говорит о том, что в обозримом будущем нам предстоит узнать еще о каких-то удивительных открытиях. Большое спасибо всем, кто поддерживает нас на платформе Patreon. Без вашей помощи мы не смогли бы записывать наши уроки. Если кто-то хочет присоединиться, спасибо вам большое. Пройдите по ссылке, которая внизу, и поддержите нас. Будем считать, что это такая наша цивилизованная жертва богам майя. В истории майя огромное количество нерешенных вопросов. Давайте попробуем в комментариях к этому видео порассуждать, что вы думаете о Кукулькане и Кецалькаатле. Насколько мы можем доверять теории о том, что это были некие европейские путешественники в глубокой древности, прибывшие сюда. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Если этот урок вам понравился, поставьте лайк. И до новых встреч. Счастливо!